Здравствуйте, месье. Будьте осторожны. Сохраняйте спокойствие. Вас ожидают? Мадемуазель. Студентка. Вот моя работа на полного доктора. На полного? Кстати, не могли бы вы сказать, Париж, столица чего? Париж – это столица Франции. Браво, браво. Вижу, в географии вы сильны. Столицы знаете на зубок. Месье, еще не все. Их так трудно выучить. Ничего, ничего. Ничего, ничего. Главное упорство. Со временем все придет. Нужно только сделать усилия, постараться, проявить прилежание, и все получится. О, да, месье, я в вашем распоряжении. Ну что ж, пожалуй, приступим. И для начала посмотрим, каков объем ваших знаний, чтобы определить порядок дальнейшего экзаменирования. Итак, разбираетесь ли вы в количественных категориях? Более или менее так себе. Тогда не угодно ли будет вам начать с арифметики? С превеликим удовольствием. Итак, мы вступаем в область арифметики. Да, месье, вступаем. Не сходя с места. В самом деле, месье. Не угодно ли будет вам ответить, сколько будет 1 прибавить 1? 1 прибавить 1 будет 2. Великолепно! Я вижу, вы уже основательно подготовились и без труда сдадите экзамен на доктора. Рада слышать, тем более из ваших уст. 2 и 1. 3. Чудесно, великолепно. 7 и 1. 8. Великолепно. 7 и 1. 8 штрих. Великолепно. 7 и 1. 8 2 штриха. 7 и 1. 8 3 штриха. А иногда 9. Великолепно. Потрясающе. Бесподобно. Искренне рад за вас, мадемуазель.
Кофе. Вы закончили, Мари? Да, месье, уже ухожу. Поскорее идите, пожалуйста. Да, простите, месье. Сохраните спокойствие, будьте осторожны. Что за возбудительные намеки? Не беспокойтесь. Вы всегда так говорите. Это что? Что за возмутительные намеки? Я отлично знаю, как себя вести. Я уже не маленький. Вот именно, месье. Поэтому не стоило начинать урок с арифметики. Арифметика, она слишком утомляет и возбуждает. Право, я уже не в том возрасте, чтобы выслушивать намеки аспирантки. Ладно, месье. Только не говорите потом, что я вас не предупреждал. Я с дипломом полного доктора, как полный... Так, еще. Сколько будет от 4 отнять 3? Это будет 7. Вынужден вам возразить, мадемуазель. От 4 отнять 3 никак не может быть 7. К 4 прибавить 3 будет 7. А мы уже занимаемся вычитанием. Да, но я писала работу по лингвистике. По лингвистике. По лингвистике. Ну, конечно, по лингвистике. Возьмем спички. У меня их нет. Ну, посмотрите, посмотрите. Вот у меня было 4 спички. Сколько спичек осталось? Не знаю, у вас нет спичек. Нет. Возьмем пример попроще. Допустим, у вас было 2 носа, и один я оторвал. Один я оторвал и съел. Сколько осталось носов? Нисколько. Так. У вас было? Кофе. Вы допили свой кофе, месье? Очень жаль, мадемуазель, что вы так мало сведущи в математике. Кофе. Вы допили свой кофе. Мари, не лезьте не в свое дело. Попробую хотя бы на неполном. Неполного. Да. Нет. Месье. У меня есть, и я вам преподам урок по сравнительной филологии и лингвистике. У меня работа по лингвистике. О, нет, А. месье. Вы же знаете, филология – это прямой путь к беде. К беде? А что происходит? Пошла вон!
Я совершеннолетний! Ну ладно, как знаете, мсье. Ну, как хотите. Но только не говорите потом, что я вас не предупреждала. Вы же знаете, что филология ведет к беде. Продолжим, мадемуазель. Да, месье. Итак, прошу вас выслушать меня с предельным вниманием. Итак, знайте и помните до самого своего смертного часа. До самого моего смертного часа. Звуки, мадемуазель, следует схватывать на лету, пока они не упали в глухие уши. В глухие уши. Если вы произносите несколько звуков одновременно и быстро, то они в воздухе сцепляются в слоге слова целой фразы, то есть более или менее в значительные группировки. Иррациональные сочетания, лишенные всякой смысловой нагрузки. Именно поэтому они способны держаться в воздухе на значительной высоте. Слова же, обремененные смыслом, неминуемо летят вниз и падают. В глухие уши. Верно. Но не перебивайте. Или перепутываются, или лопаются, как воздушные шарики. Таким образом, мадемуазель, У меня болит. все слова во всех языках всегда одинаковы. Так же, как все суффиксы, префиксы, флексии, приставки и корни. А какие у слов корни? Квадратные? Бывают квадратные, бывают кубические. Месье, у меня болит. Продолжим. Возьмем, к примеру, слово «нос». Слово «нос». Чем взять? Чем хотите, чем и берите. Но не перебивайте. Итак, возьмите слово «нос». Взяли? Взяла. Нос является корнем. В словах «переносится», «заносчивый». Причем «пере» и «за» – это префиксы, а «ис» и «чиф» – суффиксы. Они так и называются, потому что у них идея фикс. Они никогда не меняются. Они никогда не меняются. Не желают. У меня болит. Не перебивайте. Сидите тихо. У меня болит голова. Продолжим. Как бы сказать, самое парадоксальное, да, именно самое парадоксальное заключается в том, что многие люди в силу своего невежества говорят на том или ином языке. Слышите? Что я сказал? Повторите. На том или ином языке. Слышите, что я сказал? Повторите. Вместо того, чтобы ловить мух, пока я тут распинаюсь, вы бы лучше слушали повнимательнее. Мне, что ли, сдавать экзамен на неполного доктора? Я-то все экзамены давно сдал и диплом с отличием получил. Я для вас стараюсь. Ужасная боль. Молчать! Иначе я вам сейчас голову проломлю. Попробуйте только. Нет, так не пойдет. Так не пойдет. Это из рук вон
Это же из рук вон! Я вас слушаю. Это никуда не годится. Мария! Куда вы запропастились? Вот это, равным счетом ничего не понимают. Держите себя в руках. Месье, дело может быть слишком далеко. Я сумею вовремя остановиться. Вы всегда так говорите. У меня болит голова. Вот, это же симптом. Уже начинается, и глаза... Какой на милость еще симптом? Да о чем вы? У меня болит внутри головы. Окончательный, решающий симптом. Чушь! Вы сами все это делаете своими руками. Я вам не помощница. Руки. Жаль, конечно, что только две. От вас требуется пристально посмотреть на них, разобрать их на все корни, суффиксы, префиксы, вычесть их из пространства и снова собрать в слоги, чтобы получились руки. Руки. Повторяйте, смотрите прямо сюда. Руки. Да. Руки и смотрите прямо на них. Повторяйте. И смотрите прямо на них. Руки. Повторяйте. И смотрите прямо сюда. Руки. Ну, да нет, все, хватит с меня. И вообще у меня уже все болит. И голова, и ноги, и руки. Повторяйте. Руки. Повторяйте. Руки. Повторяйте. Руки. Повторяйте. Руки. Повторяйте. Давай. Так и надо. Сразу прощал. Устал. Задыхаюсь. Мертва? Это ужасно. Мария! Это уже 36-я за сегодня. Постыдились бы в вашем-то возрасте. Так можно и здоровье потерять. Не будет ли проблем? Не будет.
понимаешь.